Привет, друзья, с вами Лада. В этом видео я покажу процесс плетения дна в виде сердца из бумажной лозы. Такое донышко мы с вами совсем недавно плели на прямой трансляции. Ссылочку на нее я в описании под видео оставляю или вот здесь в подсказках. Но та трансляция загрузилась не в очень хорошем качестве, и я решила снять отдельное видео о том, где я подробно рассказываю, показываю процесс плетения такого донышка. Дно это необычной формы, поэтому здесь, конечно, стоит немножечко потрудиться, стоит терпения набраться, и обязательно все получится. Хочу добавить здесь один момент, что тот вариант плетения такого вида дна, который я показываю в этом видео и на прямой трансляции, это не единственный вариант плетения такого вида донышка в виде сердца. Существуют и другие способы. Я показываю лишь принцип того, как можно сформировать вот эти, например, ушки у сердечка и эту вершинку. А вы можете что-то взять, что-то изменить на ваш вкус, что-то упростить, быть может, то есть приспособить ваше плетение под себя. Перед началом работы я из бумаги вырезала сердечко, предположительно тех же размеров, что и будущее донышко. Здесь у меня размеры следующие. По самой широкой части заготовки у меня 20 сантиметров, и в этом месте у меня 14,5 сантиметров. Сделала я это для того, чтобы в процессе плетения ориентироваться вот на эту форму. Я буду прикладывать плетение к этой заготовочке, смотреть, где мне нужно поднимать ряды, где мне нужно формировать вершинку. В общем, вот эта заготовочка мне очень хорошо упростит жизнь и процесс плетения, естественно. Ну а пока заготовочку я откладываю в сторону и начинаю формировать скелетик донышка. Донышко у меня здесь будет простое, выложено шахматкой. 4 на 4 трубочки я беру и выкладываю их шахматкой, переплетая 2 через 2. Вот таким вот образом. Я много раз показывала этот процесс. Я думаю, что он более-менее понятен. Ну и когда выкладываете донышко, обратите внимание, чтобы оно было плотненькое. И трубочки лежали друг к дружке довольно-таки плотненько, да, чтобы не было каких-либо дырочек, просветов. Здесь можно проклеить все это ПВА, но я в последнее время этого не делаю. Начинаю оплетать сразу же. Для этого беру 2 трубочки, наращиваю их друг с другом. Конечно, я не забываю про ПВА, потому что так трубочки будут хорошо держаться. Вот, нарастила 2 вместе, сложила пополам, и сейчас буду оплетать эту заготовочку. Первый ряд у меня идет оплетание по 4 трубочки. Для удобства перед камерой я делаю это на весу, какие-то моменты. Можно выкладывать здесь донышко, как вы хотите. Если вы не хотите слишком такое объемное делать, то выкладывайте 2 на 2 трубочки, и потом просто дополнительные будете вставлять. Мы на самом деле тоже будем дополнительные стоечки вставлять, так что... Итак, выложили 4, оплели по 4 трубочки. Теперь у нас с вами идет разгруппировка 4 трубочек по 2. То есть теперь мы оплетаем по 2 трубочки. Вот что у нас на данном этапе получается. И сейчас мы также проплетем еще 2 ряда по 2 трубочки.
Показываю, что у нас сейчас получается. У нас в общей сложности проплетено сейчас 4 ряда. Один ряд по 4 трубочки и 3 ряда по 2 трубочки. У нас идет сейчас 5-й ряд. И на этом этапе я начинаю разводить трубочки, которые у меня были по 2, по 1. И оплетать уже по 1 трубочке. Если у вас заложено в основание чуть больше трубочек, стоечек, то тогда смотрите по своей ситуации, когда вам лучше начать оплетать по 1. Я смотрю это так: если у меня расстояние между вот этими группами есть хотя бы 2 сантиметра или 2,5 сантиметра, то это значит, что в принципе можно уже разводить по 1 трубочке. Если у вас расстояние очень маленькое, например, сантиметр, то все-таки лучше тогда еще проплести те ряды, которые вы плели, да, там по 2 трубочки, по 3, и тогда уже их разводить по 1. То есть все нужно смотреть по ситуации, потому что у вас и форма другая, и размеры другие могут быть. Я показываю всего лишь принцип плетения такого донышка, ну а вы уже смотрите по своему плетению донышка. Нарастили, продолжаем плести дальше. Я еще проплету один ряд по 1 трубочке, выравнивая расстояние между ними так, чтобы расстояние было практически одинаковым. Сейчас на бумажной заготовочке я провела вот такую вот линию посередине сердца, чтобы мне ориентироваться по тому, где у меня будет располагаться вершинка, и чтобы она была ровная, прямая. Мне эта линия поможет. И сейчас я прикладываю свою заготовочку, которая у меня получилась из круглого дна, вот к этой вот бумажной заготовке сердца. Прикладываю следующим образом, чтобы у меня вот эти вот вершинки были посередине 2 трубочек. Здесь я буду наращивать, дополнительную стоечку добавлять, поэтому здесь я оставляю пока так. Значит, я поделила вот этот вот круг просто на 2 части. Здесь у меня 8 трубочек, 3, 6, 8, и здесь у меня 8, 3, 6, 8. Здесь у меня будут вставляться дополнительные стоечки. И я приблизительно смотрю, чтобы располагалось у меня сердечко, заготовочка на сердечке именно так, чтобы вот это расстояние было прямое более-менее, да, одинаковое. И вот это расстояние было чуть больше, чем это, но буквально на полсантиметра. Вот таким вот образом. Сейчас я буду фиксировать эту заготовочку с бумажным сердечком малярным скотчем. Ну, совсем чуть-чуть, то есть не увлекайтесь слишком фиксацией сильной, потому что иначе скотч может разодрать бумагу. Можно, кстати, скотчем обклеить эту бумагу. Вот. Сейчас буду уже плести, ориентируюсь на форму сердца. И здесь, смотрите, вот такая вещь происходит. Мы уже переходим к тому, что будем формировать вершинки нашего сердечка. То есть, по сути, это треугольник, только здесь вот у нас 2 вершинки, они закругленные, и здесь у нас должен быть объем, да? Мы должны создать здесь объем. Как я это буду создавать? Я это буду создавать путем завитков. Помните, как мы плели прямоугольное донышко, мы формировали уголок. Так вот здесь я тоже также его буду формировать. Именно там, где у меня вот эта вершинка. Это вот эта пока трубочка, пока, там еще дополнительные будут. Пока вот это и вот это. То есть 3 трубочки, одну мы пропускаем. Итак, первая идет у нас трубочка. Я делаю виток вокруг этой стоечки. Виток одной рабочей трубочкой. Сделала. Еще раз показываю на следующий. Эту под низ, а вот та, которая у нас идет наверх, ей я и делаю вот этот виток. Раз, и все. И сейчас 3-я трубочка.
третья стоечка также будет оплетаться. Когда делаете виток, обязательно смотрите, чтобы у вас это расстояние не уменьшалось. Далее плету все как обычно. Здесь пока я не вставляю дополнительную трубочку. Пока ни к чему. Оплетаю вот это вот. Здесь малярный скотч только для фиксации. Если он вам мешает, и если вам удобно без него, то плетите без него. То есть это уже по желанию, мне просто так удобно. Здесь я тоже также плету. И когда я дохожу до симметричной части, вот там, где я делаю завитки, это получается со второй трубочки. Здесь тоже первую пропускаем от середины вот этой. Раз, два, три. То есть вот от этой трубочки мы с вами делаем виток. Каким образом? Точно таким же. Раз. И сделали. Точно так же делаем виток на следующий, но при этом мы вот эту трубочку нарастим. То есть при плетении такой формы у нас все должно быть симметрично, потому что сердечко оно у нас также имеет симметричную форму. Вот, поэтому мы за этим очень пристально будем следить. Ну вот смотрите, я 3 витка сделала. Плетем дальше. Здесь также проплетаем эту пока. Здесь также проплетаем виток, делаем. Здесь виток. И здесь. Дошли до этого момента, где у нас должна формироваться вершинка. И сейчас мы вставляем просто дополнительную стоечку туда. Дополнительную трубочку. Вот таким вот образом я ее вставляю. И там, где у нас вот проведена вот эта линия, я по ней ориентируюсь, чтобы наша стоечка будущая была именно по ней. Так, вот мы ее вставили. Плетем дальше. Плетем дальше до того места, где у нас витки. И также делаем в этих же местах вот такие вот витки. Здесь, конечно, у вас должны быть довольно-таки пластичные трубочки. То есть нужно их чем-то таким обработать, да, или увлажнить, чтобы они у вас слушались именно вот на этих завитках. Сейчас я закрепила только вершинку, для того, чтобы мне было удобно на камеру показывать. Плетем мы с вами третий ряд, где формируем также завитки. То есть у нас получается третий ряд с завитками или с витками, как вам удобно. Я их и так называю. На тех же местах, что мы формировали предыдущие. И вот так вот мы проплетаем этот ряд. Все точно так же. Здесь у нас виток будет. Дальше проплетаем. Дальше делаем виток вот на этой трубочке вершинки. Сейчас все покажу.
Дошли до вершинки, и мы точно так же делаем виток на этой трубочке, которую мы вставили дополнительно. У нас вот так получается. Главное, чтобы у нас было совпадение по форме. Я так пододвигаю постоянно, да, плетеную форму с бумажной, чтобы не запутаться. Вот мы сделали вот здесь вершинку, она у нас будет формироваться постепенно. Далее оплетаем эту сторону. И здесь вот то же самое. Формируем виток, там, где у нас уже он есть. И так проплетаем до конца ряда, вот до этого места. После того, как я доплела этот ряд, я вставила дополнительную трубочку-стоечку здесь посередине, тем же способом, что и эту. Сейчас буду плести дальше. На этом этапе я не делаю витков, а буду вставлять дополнительные стоечки, потому что здесь у меня расстояние очень сильно между ними увеличилось, и здесь уже эта необходимость возникла. Тем же способом абсолютно вставляю, то есть подставляю, оплетаю эту стоечку. Вот эти вот кончики мы с вами уберем, их не будет видно чуть попозже. Здесь то же самое. Подставляем, оплетаем это все дело. Сейчас плетем обычной веревочкой в 2 трубочки. Здесь то же самое. Подставляем, оплетаем. Учитывайте, что вообще у вас должно быть симметричное все сплетено. То есть, если у нас с вами здесь увеличивается расстояние, то, конечно, симметрично оно и здесь увеличивается. Так, я думаю, что здесь не будем пока. Доходим до вершинки. Оплетаем вершинку, но здесь вот как раз виток мы делаем, потому что она у нас формируется. Уже началась формироваться, и этот процесс уже не отменить. Ну вот у нас уже вырисовывается что-то похожее на сердечко. Продолжаем работу дальше. Я доплела этот ряд веревочкой, вставила дополнительные трубочки. Сейчас начинаю плести следующий ряд. Здесь у меня вот такое вот идет действие. То есть я вроде проплела веревочкой немного. Далее я снова плету виток на этих вершинках, где вот мне кажется, что нужно как бы поднять, да, плетение. Здесь также делаю виток. То есть универсального рецепта, конечно, нет, да, как вот вам, например, делать. Но учтите, что если вы хотите просто вот поднять, то просто сделайте виток, и уже у вас плетение поднимется. Ну, здесь можно его и не делать, в принципе. Так, нарастила трубочку рабочую. А теперь смотрите, что я здесь делаю. Я дошла до того места, где у меня вот это расстояние сужается уже, да, и подходит к вершинке. И вот приблизительно вот здесь, вот, ну, тоже это я делаю, конечно, на глаз. Я начинаю разворачивать мое плетение. То есть это укороченный ряд я проплетаю. Здесь развернула, здесь развернула на разных, обязательно на разных стоечках, чтобы у нас было не слишком большие дырочки. И плету уже в обратную сторону. Так, немного разверну, чтобы было вам удобнее смотреть. Так, вот развернули и плетем в обратную сторону. Здесь витки мы не делаем, просто проплетаем веревочкой в 2 трубочки. Хотя можно и витки делать, но это там вы уже смотрите, если у вас, как бы вы чувствуете, что здесь нужно еще больше поднять по форме, то делайте виток дополнительный. Дохожу до этого места, где у меня вершинка сердечка.
Сейчас дойдем. И вот здесь вот также разворачиваю трубочки. То есть, смотрите, здесь у меня вершинка, я ее не трогаю, я развернула трубочки на соседних от нее и плету в обратную сторону. А здесь можно уже даже и также сформировать витки, потому что я смотрю, видите, как у меня должно еще подняться здесь плетение, поэтому виток можно дополнительный и сформировать. Даже можно и здесь, в принципе. Это, если честно, я все делаю на глаз. У меня нет определенной схемы того, как это все должно выглядеть, как это все должно плестись. Я это все делаю на глаз. Вот принцип, главное, принцип вам понятен, да? Что если вы хотите немного приподнять плетение, то делайте виток или укороченные ряды с разворотом на разных стоечках. И тогда у вас вот это вот ушко, сердечко, оно будет подниматься плавно и не спеша. Вот что у нас получается. Видите, как сформировалось у нас ушко. Плетем дальше, и вот здесь вот такая же операция. В точности симметрично этому. Ну и, конечно, формируем вершинку. Здесь у нас все проплетается веревочкой в 2 трубочки. Потому что никаких тут поднятий, ничего не нужно нам делать. Практически у нас тут одинаковое расстояние. Формируем вершинку. Наращиваем рабочую трубочку и формируем вершинку.
Я проплела последний ряд, здесь убрала рабочие трубочки, у нас получилось вот такое вот сердечко. Оно такое получилось ажурное у нас, потому что очень много витков мы сделали на этих местах. И оно получилось чуть больше нашей изначальной бумажной заготовки, где-то на 2-3 ряда. Я это знала, и, в общем, меня это не особо удивило. Знаете, это тоже, да, что у вас может тоже получиться чуть больше этой заготовки. И здесь есть тоже один нюанс. Вот эти вот концы стоечек, которые у нас торчат, мы их, помните, вставляли дополнительно. Их можно убрать, например, вот так вот обрезать под корешок. Можно, проплетая второй ряд, их подтянуть внутрь плетения. Я так не раз показывала в своих видео, но в последнее время на камеру мне удобнее их вот так вот подрезать. Прямо под корешок. Ничего не будет видно. Еще отмечу, что это у меня образец, поэтому для экономии времени в этом видео я и так очень много всего чего показала. Я вот эти коротенькие стоечки уже не стала наращивать и не стала дополнительно вставлять стоечки вот в эти места, где у нас увеличивается расстояние, но вы это обязательно делайте. Как только увеличивается расстояние, сразу вставляйте дополнительную стоечку. Как только у вас становятся короче вот эти стоечки, да, то наращивайте их на новые. Ну и просто хотела показать в этом видео принцип плетения, да, принцип формирования вот этих вершинок закругленных. Вот эту вершинку мы уже с вами практически знаем, как плести из видео по треугольному дну. А у нас вот была задача сплести вот эти вершинки скругленные. Они плетутся за счет витков, за счет укороченных рядов. Только знайте, что плетение получается такое ажурное. Да, можно, конечно, его чуть больше подтягивать, но все равно у нас будут видны некоторые просветы. К этому готовьтесь. Я думаю, что принцип вам был понятен и видео было полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх и пишите в комментариях о своих успехах, что у вас получилось. Желаю всем вдохновения, легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!